Привет, друзья! Сегодня готовим рататуй. Красивые тонкие овощи, ароматный соус и много прованского настроения. Поехали готовить! Вообще, рататуй – это французское овощное блюдо из сельской кухни. По сути, это то же самое рагу, в которое очень много разных овощей, трав, специй. Но сегодня мы приготовим не классический деревенский вариант, а рататуй в стиле того самого блюда из мультика. Для рататуя, как в мультике, нам нужно овощи примерно одного диаметра. Это, конечно, достаточно сложно найти и подобрать, но это не то, что невозможно. Но если вы постараетесь и найдете одинаковый диаметр приблизительно, ваш рататуй получится очень красивый и с тот правильный рисунок, как у мультика. Теперь нам нужно нарезать наши овощи с помощью терки, мандолин или с помощью обычного ножа на тонких слайсов. Срезаем попки, затем с помощью ножа нарезаем овощи слайсами толщиной примерно 2-3 мм. То же самое проделываем со все остальные овощи. В итоге у нас получится вот такая гора нарезанных овощей, которые нужно обильно посолить. Хорошо, вот так распределяем соль по всей овощей. И заметьте, на данном моменте я с помидорами ничего не делаю. Я их буду резать именно перед сборкой самого блюда, потому что так соки потекут, а зачем? Они нам нужны, это вкус. Когда мы хорошо разминули соль по всей поверхности, отправляем в друшлаке. Таким образом, соки будут сразу выпадать в миску, и у нас блюдо будет замечательно. Это очень важный шаг, его желательно не пропускать. А когда мы их оставим вот тут на друшлаке, мы их оставим где-то на минут 15-20, чтобы соль хорошо подействовала, вода лишняя ушла. А пока они чилят, мы займемся вместе с вами соусом, потому что там очень вкусный и очень ароматный соус будет. Основа нашего соуса – это томаты и сладкий перец. Я взяла сорта капи. И чтобы вкус получился глубже и интересней, я буду обжаривать овощи прямо на огне, на газовой плите. Когда томаты и перцы немного обгорят снаружи, появятся вот эти темные подпалины. Именно они дадут нашему соусу насыщенный, слегка вкуса дымка и очень глубокий вкус. С помидора снимаем кожицу. То же самое проделываем и с перцем. Именно эти легкие подпалинки дадут нашему соусу очень интересный привкус. Очищаем перец от семечек. Помидоры разрезаем на две части и срезаем попку. Она нам не нужна. Помешаем все овощи в блендер. После этого нам нужно добавить специи, которые будут давать нашему соусу яркий вкус и глубокий. Поэтому я заранее запекла лук. Обычно для рагу, точнее для рататуи, его обжаривают, тушат. Но я пошла чуть по-другому, и я его запекла так, мне он больше нравится. Добавляем. И кроме этой нестандартной вещи, как лук, мы будем добавлять чеснок, но необычный. Мы будем добавлять черный чеснок. Я уже в прошлых видео рассказывала про него более подробно. Он очень ароматный, и я уверена, что в это блюдо оно даст именно ту самую изюминку. Добавляем. И теперь мы добавляем наши любимые специи. Я добавляю чуть-чуть розмарина и добавляю смесь прованских трав. Все на глаз и, конечно же, по вкусу. Я хочу более ароматно, поэтому я добавляю чуть больше приправ. Обычно, как всегда, точнее, мы добавляем черный молотый перец. Это обязательно, но куда же без него. И добавляем, конечно же, соль, куда же тоже без нее, по вкусу. И, ребята, для этого рецепта точные граммовки не будут, потому что каждый человек делает соус на свой вкус, на своих предпочитаниях. Поэтому сегодня без граммовок, все на глаз. И теперь нам нужно его превратить в соус. Ребята,
Наш соус уже готов, поэтому мы возвращаемся к нашим овощам. И я хочу вам показать, пока они отдыхали, сколько воды они выпустили. Это все нам не нужно, потому что эта лишняя вода просто разбавила бы наше блюдо. И теперь есть два варианта, которые можно продолжить наш рецепт. Либо со бумажное полотенце промокнуть наши овощи, чтобы дополнительно еще обрать воду, или просто как я, вот так развернуться друшлаг, нажать сколько можно, сколько у вас есть силы, и таким образом тоже убрать еще дополнительно лишнюю воду. А теперь мы начинаем собирать наши блюда. Да, я забыла, мы еще не начинаем, нам нужно нарезать помидор. Берем слайс баклажана. Сверху кладем примерно такой же по диаметру слайс кабачка, затем цукини и кусочек помидора. После этого продолжаем чередовать овощи в том же порядке: баклажан, кабачок, цукини, помидор. Также делаем все наших овощей и формируем небольшую горку. Выкладываем соус во форму, в которой будем запекать наш рататуй, и хорошо распределяем его по дну. Затем выкладываем овощи так, чтобы между ними не оставалось пространства, слегка под уклоном. После этого смазываем овощи оливковым маслом, чтобы при запекании они получили красивый золотистый цвет. Ребята, наш будущий рататуй практически готов. Теперь нам осталось его просто запечь. Как по мне, он получился очень достойно, практически как в мультике. Теперь нам нужно его отправить в предварительно нагретую духовку до 180 градусов где-то на минут 30-40. Конечно же, все зависит от вашей духовки. А после этого я уже вернусь с готовым блюдом. Ребята, наш рататуй готов, и, как по мне, он получился прямо как в мультфильме. И он очень вкусный, нереально ароматный. Вот все соки овощей, перчика, черного чеснока. Это очень-очень вкусно. Поэтому, если вы любите вот такие овощные блюда, то обязательно приготовьте. И я хочу маленькие нюансы внести. Я вам сказала, что выпекаем 30-40 минут, но я его выпекала где-то час 10 при 220 градусов. Тут нужно учитывать вот это. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!